Современный мир транслирует свободу слова, мнений и взглядов, предполагая развитие такого навыка, как восприимчивость к негативному мнению, высказыванию со стороны. Умение правильно воспринимать критику – важный навык для большинства людей. Согласитесь, выслушивать критику в свой адрес почти всегда неприятно. Мало кто в такие моменты не чувствует раздражения, стыда или неуверенности, не злится и не тревожится. Но если вы начнете относиться к конструктивной обратной связи с легкостью, это поможет вам стать лучше и улучшить необходимые навыки. Итак, давайте разберемся, какой бывает критика и как же на нее реагировать. Критика делится на 3 категории – конструктивная, деструктивная и неуместная. Неуместную критику лучше игнорировать. Некоторые люди настолько критично относятся ко всему и ко всем, что бросают критические комментарии, которые могут не иметь ничего общего с действительностью. Например, «Мне кажется, это платье вам совершенно не идет». Или «У вашей сестры ноги колесом». Это, конечно, я утрирую, чтобы вы могли сориентироваться, что такое неуместная критика. Подобные неуместные комментарии не заслуживают ответа или какой-либо эмоциональной реакции с вашей стороны. Фактически, игнорирование их может побудить критика очнуться и перестать выпячивать на показ свою личную неуверенность, невоспитанность и в целом бессмысленное несчастное существование. Ведь когда человек счастлив и движется по жизни со смыслом, он никогда не позволит себе сказать подобного, как минимум потому, что ему будет все равно на чужую жизнь. Соглашусь с тем, что немногие люди владеют своими эмоциональными реакциями. И раздражение от таких нелепых замечаний естественно, но важно не отвечать. Зачем удостаивать неуместную критику ответов? Деструктивная критика обычно принимает форму нападения, тотального подавления, абьюза и так называемого эмоционального насилия. Примеры такой критики – это подобного рода выражения. «Ты отвратительный человек», «Ты глуп и некомпетентен», «Ты ужасно некрасив», «У тебя никогда не получится», и все в таком духе. Если вы когда-либо подвергались такой критике, постарайтесь понять, что что-то не так с человеком, который высказывает эти замечания, а не с вами. Рациональный, адекватный, здравомыслящий человек не прибегает к унижению чужого достоинства и переходу на личности. Как показывает практика, люди со здоровой психикой и адекватной самооценкой не занимаются троллингом. Следовательно, каждый раз, когда кто-то чрезмерно враждебно вас критикует, просто знайте, что с этим человеком что-то не так психологически, он явно душевно болен. Не стоит принимать необъективные комментарии близко к сердцу, и тем более доверять им. Вместо этого попросите своего оппонента дать определение каждому термину. Например, если кто-то называет вас глупым и некомпетентным, спросите его, что именно заставляет тебя так говорить. Что я глуп и некомпетентен, почему ты так считаешь? Вряд ли человек сразу же приведет вам разумные доводы и аргументы, но вы при этом поймете, что его утверждение лишено всякого здравого смысла. Ну и конструктивная критика. Это в первую очередь дружелюбный, уместный и уважительный отзыв о работе или действиях другого человека. Она не подразумевает перехода на личности, выплескивания негативных эмоций и самоутверждения за счет другого, а также, как правило, не задевает самооценку того, кого критикуют. Конструктивной критику делает позиция плечом к плечу. Фокус здесь не на том, чтобы ранить, продемонстрировать превосходство, высмеять, а на том, чтобы помочь, подсказать и поддержать. Итак, давайте для вашего удобства определим, как же отличить конструктивную критику от деструктивной. Деструктивная критика, как вы уже поняли, фокусируется на негативных последствиях действий критикуемого, обвиняет его в ошибках, несет негативный посыл, подчеркивает личные недостатки критикуемого, обесценивает его и навязывает точку зрения критикующего, представляя ее как единственно верную. Конструктивная критика, она же позитивно окрашена и практична, апеллирует не к личности критикуемого, а исключительно к неоптимальным для него и окружающих паттернам поведения и действиям. Подчеркивает, что критикуемому по силам все наладить, добиться большего и улучшить что-то. Ну и перейдем к главному. Давайте разберемся, как реагировать на критику. Правильная реакция на деструктивную критику. Итак, во-первых, не отвечайте критикой на критику. Многим это кажется естественной стратегией защиты, но в реальности может привести к нарастанию конфликта, а значит к еще большему стрессу. Вместо этого, если вы уверены, что критика не обоснована, попробуйте как можно быстрее перервать разговор. Скажите максимально спокойным тоном, что не согласны с собеседником, и постарайтесь отойти от него. Во-вторых, разрешите себе никак не реагировать на критику, если понимаете, что это отнимет у вас слишком много энергии. Просто поступите так, как вам будет комфортнее психологически.
Помните, что человек, несущий деструктивную критику, целенаправленно хочет вас задеть и попитаться вашими эмоциями. Скажите мне, он стоит того, чтобы дать ему желаемое? Я думаю, нет. Иногда не реагировать – лучшее решение, которое поставит человека на место. И в-третьих, посмотрите на критикующего, как на лающего пса. Когда собака на нас гавкает, мы делаем вывод, что, видимо, ей не нравимся. Но будет очень глупо расстраиваться из-за этого и провести весь день, думая: «Боже мой, меня не любит эта собака». Как реагировать на конструктивную критику? Поблагодарите. Помните, что давать корректирующую обратную связь может быть почти так же сложно, как и получать ее. Поэтому отнеситесь к ней с благодарностью. Скажите спасибо своему собеседнику за его смелость и желание сделать вас еще лучше. Язык, который вы используете, отвечая на критику, имеет решающее значение. Он определяет, как другие будут вас воспринимать. Поддерживая здоровый разговор с каждым, кто критически относится к вашим идеям, вы разрабатываете соответствующие стратегии решения указанной проблемы. Слушайте, прежде чем говорить. Когда вас критикуют, ваша внутренняя реакция может заключаться в защите собственных действий или намерений. Выслушайте собеседника до конца, даже если не согласны с его мнением. Попытки перебить его, чтобы озвучить собственную точку зрения, могут в лучшем случае выглядеть нелепо, а в худшем усугублять ситуацию. Чем лучше вы поймете его видение и мотивы поведения, тем эффективнее сможете разрешить ситуацию. Чтобы выслушать неприятные вещи, нужна смелость. Но именно эта смелость подвинет вас дальше на пути самосовершенствования. Не бойтесь задавать вопросы. Самый глупый вопрос – это вопрос незаданный. Лучше сразу уточнить, действительно ли вы правильно поняли своего собеседника, чем терзать себя всевозможными домыслами. Задавайте вопросы, чтобы прояснить ситуацию и убедиться в том, что вы с вашим собеседником говорите об одном и том же. Для этого отлично подойдут уточняющие фразы вроде «Если я правильно тебя понял, то ты имеешь в виду следующее» или «Эта ситуация вызывает у тебя такие эмоции, потому что я сделал то-то». Чем больше уточняющих вопросов вы зададите, тем более подробную картину получите, а это значит, что решить ситуацию будет гораздо легче. В конструктивной критике можно найти массу плюсов, если вы научитесь воспринимать ее как обучающий опыт и зону для дальнейшего развития. Не забывайте слушать, задавать уточняющие вопросы и благодарить собеседника за предоставленные комментарии. Надеюсь, вышеизложенная информация позволит вам справиться с критикой и реагировать на нее правильно, найдя точку для роста. Желаю вам удачи!